Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Спортсмены наши. Девятое место. Так легко и непринужденно Тэхён подвинул ногу Чангука, чтобы положить свою сверху и устроиться поудобнее. Такие они вместе милые, сердце не выдерживает. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Квартира Тэхёна за 8 миллионов евро. Интриги, инвестиции и жизнь Вигу». Что сейчас происходит в жизни Чангука и Тэхёна? Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? Ах, я бы тоже не смог оторвать взгляд от Чангука. Седьмое место. У вас тоже при любом упоминании слова «вип-премьера» перехватывает дыхание и сжимает в районе сердца? Шестое место. Поведение пары. Позволяет Чангуку все, чего бы тому ни захотелось. Они в своем мире. Пятое место. Вечная причина его искреннего смеха и улыбок.
4 место. Забота. Любовь, которая видна в каждом взгляде, в каждом прикосновении, в каждом действии. Они такие очевидные в своих чувствах. Третье место. Новости. Джин ответил на Вевас на сообщение от Вигукера. Фанат написал: «Итак, скажите мне, кто больше? Ким Тэхён, Чангук или Намджун?» Джин ответил: «Я Чангука, у тебя видно грудь». Тэхён – невероятный молодец. Чангук тоже. В 2024 году говорили, что Нью-Йорк Fashion Week теряет свой импульс. Годами инсайдеры отмечали снижение влияния, затмеваемое политикой, глобальными кризисами и доминированием европейских показов. Но в этом сезоне что-то изменилось. Статьи индустрии и голоса модного мира указывают на Чангука как на искру, неожиданное присутствие, которое вдохнуло свежий воздух на подиумы Нью-Йорка на шоу «Кэлвин Кляйн». Комментаторы описывают это как почти чудесный момент. Эффект легкого, но мощного влияния, который за одну ночь переосмыслил значимость НИФ. Заголовки сравнивали эту энергию с культурным возрождением, а некоторые даже называли его фигурой обновления, современной иконой, приносящей второе дыхание модной сцене города. То, что когда-то считалось убывающей площадкой, мгновенно ожило. Если в моей жизни будет что-то вечное, пусть это будет твое присутствие. Тэхён привлек всеобщее внимание своей скульптурной внешностью. Освещение в корейских СМИ, появление Кима Тэхёна на VIP-премьере фильма Inevitable показывает гораздо больше, чем простое восхищение внешностью. Публикации и корейские форумы сходились в одном: эфемерная аура Тэхёна, его естественная элегантность, безупречная утонченность и почти кинематографическая сила присутствия. И пресса, и НЕТС воспринимали его появление так, словно именно он был настоящим главным героем события. Это подчеркивает уникальный магнетизм Тэхёна, чей образ выходит за рамки обычного гостя и становится центральной частью всей истории. Вот некоторые заголовки из СМИ: «Каждый шаг с силой». Визуал – сногсшибательный Тэхён, легенда крупного плана. Появление Тэхёна вызвало ажиотаж в Янсане. Тэхён публично поддержал фильм «There is no way around». Тэхён с озорной улыбкой, очаровательный мальчишеский шарм. Тэхён – визуал парня, которого не может быть, глаза, полные обожания. Тэхён – неконтролируемое волнение. Улыбка плюшевого мишки Тэхёна. Ожидаемые визуалы. Тэхён – ослепительный визуал, стиль с головы до ног. Равнодушных к Тэхёну просто не существует.
Посмотрите на него. Наш невероятный Чангук. Любимка всей души. Анна Винтур, одна из самых трудно впечатляемых людей, была настолько очарована естественным шармом Ким Тэ Хёна и его аурой, исходящей как изнутри, так и снаружи, что дважды пригласила его на голливудское мероприятие в октябре и предложила сесть рядом с собой, чтобы они могли пообщаться. Самое идеальное селфи, когда с тобой в кадре любимый человек. Мир без их любви стал бы черно-белым. Тэ Хён приобрел недвижимость PH-129 в районе Чхондам-дон, Сеул, за 14,2 миллиарда вон, полностью оплатив наличными. Так как отдельные ипотеки не зарегистрировано, предполагается, что он оплатил покупку полностью наличными, без залогового кредита. Первоначальный договор купли-продажи был подписан в начале мая. Право собственности перешло к нему 17 числа, когда был выплачен остаток суммы. Комплекс PH-129, который приобрел Тэ Хён, был завершен в августе 2020 года. Он состоит всего из 29 квартир, с 6 подземных этажей до 20 надземных. Все квартиры выполнены в двухуровневой конфигурации. Изначально здание называлось The Penthouse Changdam, но затем было переименовано в PH-129, отражая его адрес 129 Чхондам-дон. Известно, что в этом комплексе также проживают актеры Чан Дон Гон и Ка Саен, гольфистка Пак Ин Би и известный преподаватель Хён У Джин. Чангдам-донг – престижный район в Сеуле, известный дорогой недвижимостью и роскошными апартаментами. Поздравляем Тэ Хёна с таким большим и значимым приобретением. Пусть новый дом принесет только счастье и уют. Все так возмущаются этой новостью, но на самом деле в Корее это абсолютно обычная практика. Сделки с недвижимостью звезд регулярно освещаются, а адреса зачастую доступны публично. Две дивы.
Комментарий в ТКУ. Единственный человек, который может выглядеть идеально красивым на каждой новостной фотографии, без единой неудачной, это ты, Тэхён. Я также очень хочу стать твоим поклонником в категории актер драматического кино, Тэхён. Почему он не занимается актерским мастерством? Давайте отнесемся к этой категории актер драмы кино. Вау! Удивительно, что после увольнения из армии он выглядит еще красивее. Обычно люди выглядят хуже после увольнения из армии. Вау, он просто красавчик. Пожалуйста, перестань быть таким красивым, пожалуйста. Я не могу этого вынести. Вау, идеальная форма лица и аккуратные черты лица и крепкое телосложение. Удивительный. Для человека с таким лицом бессмысленно ничего не делать. Должно быть, он усердно работает. Юный Чангук – это что-то на прекрасном. Чангук провел голосовую трансляцию. Перевод трансляции «Привет». Я хотел выйти в эфир с камерой, но возле носа выскочила большая штука, так что сегодня будет только голосовой эфир. Как прошло шоу в Нью-Йорке? Во-первых, это мое первое участие в таком шоу, так что было немного суматошно, но я сказал то, что хотел. Это не мой стиль. Подождите, я не могу так говорить. Было лучше, чем я ожидал, но я не думаю, что мне очень нравится такое. Вечеринка. Кажется, возникло недопонимание. Когда я спросил, это вечеринка? Я не имел в виду что-то вроде «это не дотягивает до вечеринки» или что-то подобное, а скорее. А что вообще это за вечеринка? У меня были дела на следующий день, поэтому мне пришлось уйти еще до того, как диджей начал играть. Я просто хотел сообщить вам краткое обновление. Я вернусь, когда кожа придет в себя. Так что, берегите себя до тех пор. Я пойду сейчас, потому что мне хочется спать. Берегите себя, хорошо? Пока. А кто сказал, что четверг не может быть горячим? Эстетично, драматичный Чангук. Пусть будет еще горячее. Актерство и реальная жизнь.
сонный Тэхён, такой милый. Моя мама сказала, что красный цвет будет выделяться больше всего. У красоты Тэхёна есть звучание. Это бархатный тембр, который окрашивает мелодии в золотые оттенки нежности и силы. Слушая его, понимаешь, что истинная красота – это когда внешнее и внутреннее сливаются в идеальной ноте. Они такие кенгуру. Проснулись? Заряжаемся энергией. Чангук увидел, что фанат держит в руках флаг Бразилии, на котором был изображен Йонтон, и сказал об этом Тэхёну. Думаю, вы не против вспомнить милые моменты Тэйкук и малыша Йонтони. Невероятный свет. Сияй всегда, и пусть в твоей жизни будет улыбка. Клип «I Need You». Сюжет. Вселенная BTS рассказывает историю о 7 друзьях, связанных судьбой. Они оказываются в ловушке цикла повторяющихся происшествий, слез и потерь. По сюжету, один из них получает возможность вернуться в прошлое, дабы попытаться исправить ошибки и спасти своих друзей. Примечание. Хоть группы и снимались в клипах для песен, сюжет которых относился ко вселенной, важно подчеркнуть,
что они исполняли роли своих вымышленных героев. Все события в сюжете не происходили в реальной жизни ни с одним из участников. Официальный контент, относящийся к Бу, всегда имеет пометку Бу Контент, сертифицированный Big Hit. I Need You – это первый клип, где BTS начали изображать своих персонажей во вселенной Бу. Он фактически служит короткометражным фильмом, рассказывающим историю Бу. Официальная версия была выпущена для трансляций, а оригинальная версия на 2 минуты длиннее и содержит больше сцен насилия и травм. Самая милая привычка Чангука – морщить нос. Кей-тату. Корейские мастера завоевывают мир и движутся к легализации. В Корее татуировки, выполняемые немедицинскими специалистами, до сих пор считаются незаконными. На этом фоне The New York Times посвятила материал корейским тату-мастерам, работающим за рубежом, и отметила их уникальный художественный стиль. Наряду с кей-поп и кей-драмами в волну Халю постепенно вошли и кей-татуировки. Все больше мастеров с художественным образованием уезжают за границу, чтобы избежать правовых ограничений на родине. Они создают необычные работы, вдохновленные традиционными корейскими мотивами, многоцветными узорами данчхёна, изящным сочетанием прямых и изогнутых линий, орнаментами, которые раньше редко можно было встретить в тату-искусстве. НИТ отмечает, в Корее тату все чаще воспринимаются как форма самовыражения. Когда такие кумиры, как Чангук, демонстрируют свои татуировки, это воспринимается естественно. Американский клиент, специально приехавший в Сеул к Киму, отметил: «Не знаю, связано ли это с правовыми ограничениями, но в Корее, кажется, создаются более талантливые тату-художники». Газета напоминает, что в прошлом татуировки ассоциировались с преступным миром, мафией, якудза или корейскими бандами, которые предпочитали образы тигров, драконов и демонов. Однако корейские мастера придают своим работам яркий художественный характер. Орнаменты из традиционной резьбы по дереву, подвески норига, коты в стиле минхва. Особое внимание уделяется технике микрореализма. Выпускники художественных вузов используют тонкие линии и тени, чтобы создавать детализированные, изящные рисунки. Эта техника стала отличительной чертой корейских мастеров, отмечает НИТ. Кей-тату все активнее обсуждаются онлайн и офлайн, а в самой Корее растет движение за легализацию. По данным НИТ, в стране насчитывается от 20 тысяч до 200 тысяч тату-мастеров. В последние месяцы вопрос выходит на парламентский уровень. В конце августа законопроект о легализации деятельности татуировщиков прошел профильный комитет Национального собрания и готовится к голосованию. Я просто скучаю по этому. Прошло 2 года с момента, когда мы все увидели курящего Чангука. Не так, сексуально курящего Чангука. Помните свою реакцию?
Второе место. Это так интимно. Помнишь, как Чангук сел, а Тэхён сказал ему: «Давно не виделись», держа его за бедра и притягивая ближе. Они были в разлуке во время эпизода, поэтому он сказал это, потому что скучал по нему, хотя тот был прямо рядом. Интересно, они сами в курсе, что имеют такую суперспособность? Первое место. Не знаю, как вы, но я в слезах от этой мелоты. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.